Привет, меня зовут Елена, и вы на моем канале. Сегодня у нас будет интересный бомбический дизайн, как всегда, очень быстро и легко. Давайте приступим к просмотру. Кстати, этот дизайн тоже очень пользуется успехом. Он реально очень симпатично смотрится и исполняется тоже легко. Видео на этот дизайн я постараюсь оставить ссылочку в описании и на буквы И. Снимаю я покрытие вот этой фрезой, мне она очень нравится. В последнее время пользуюсь такими грубыми насечками, потому что снимается быстренько. И на больших оборотах, где-то 25 тысяч, я снимаю покрытие. Это у меня девушка проблемная. У нее мягкие ноготочки, причем мягкие и гибкие. И жесткие материалы, по моему опыту, на ней не держатся. Снимаю материал я всегда практически до ногтевой пластины, потому что там нечего оставлять. Если изначально смотрится это все вроде бы нормальненько, то при опиле, да, вот если я снимаю и убираю там отслоечки, снимаю покрытие, то потом при опиле или при последующей обработке отслойки растут дальше. Поэтому я, уже зная это, практически сразу снимаю материал, оставляя совсем чуть-чуть. Использую я в этот раз синюю насечку для маникюра. Тоже полюбила их. Как-то красные, у меня такое ощущение, как будто я что-то делаю и ничего не делается. А синий как-то происходит это все более быстро. Естественно, нужно тогда работать и более аккуратно. Но мне кажется, синий я справляюсь хотя бы на минутку, но быстрее. Как вы видите, девушка ударила пальчик, и у нас там большая отслойка, причем самой ногтевой пластины. Расслоился ноготочек. Убираем аккуратненько птеригий. В принципе, на этой модели я много с маникюром не играюсь, потому что очень тонкая кутикула. И люблю убирать или делать опил вот такой вот пилочкой. Я покупаю их на Али по 100 штук, 180 грит. Мне именно нравится с серым напылением, но не с черным. Как-то с черным у меня не срослось. И наношу я праймер и дегидратор, то есть дегидратор и праймер сначала, да, от Dance Legend. Купила на пробу, в принципе, очень даже довольна. Какой-то особой разницы я не заметила, но еще чуть-чуть у меня осталось. Тут я использую базу, которая, как я уже говорила, Strong, и мне она не подошла, и уже убрала из своего арсенала. Думала, что база Flexi, нет, это база Strong, я посмотрела в своих записях. Наношу ее тонким слоем. После обычно я зареклась уже наносить на кончики этой модели Космопрофи, но, как видите, здесь я забыла. Наношу свой замес. Когда у меня какие-то гели остаются, я их просто смешиваю все вместе. И вот это вот тот мой замес. В принципе, мне этот гель в работе очень нравится и по консистенции, и по цвету. Естественно, без блесток никуда. Очень люблю кисти Мойра. У меня вот этот есть комплект. Они там 3 штуки разных размеров. И очень часто ими пользуюсь. И для выкладки, и для прорисовки, и даже рисую ими. Так что именно кисти Мойра, Моня их зовут. Кисти Моня прям советую. Мойра это штемпинг, да. И часто прям рисую. И если я хочу купить кисти, допустим, сейчас мне нужна кисть для полигеля, то сразу иду в магазин Моня, то что другие, или Боня мне тоже нравится. То, что прям не хочу испробовать судьбу, мне нравятся эти кисти и покупаю только в этом магазине. И, кстати, эти кисточки у меня, по-моему, больше 2 лет и в прекрасном они состоянии, ничего с ними не случилось. Вот эта более такая длинная, мне большинство нравится в работе или чаще всего я ее использую. После того, как мы нанесли материал, я всегда делаю опил, всегда, но даже если это не видно глазу, как говорится, этот есть безопильный маникюр, я всегда все равно хоть бафиком, но прохожусь по ноготку, потому что где-нигде все равно какая-то есть бульбочка. И ее нужно убрать. Все почистили и под ногтями, и, естественно, сделали опил, и наносим цвет.
Кстати, про цвет меня просили выставлять материалы, которыми я пользуюсь. И, естественно, я это начала уже делать, но эти видео у меня уже были давно отсняты. И вот только сейчас дошли руки их озвучить, поэтому я исправлюсь и постараюсь где-то через месяц-другой, то, что видео у меня выйдут где-то штук 6, уже писать все материалы, которые в видео. Но и в этом видео я постаралась внести то, что я помню. Наносим цвет лака. Наношу всегда первый слой, не доходя до кутикулы, более таким размазывающим слоем. А уже на втором слое я подвожу его, опять же, той же тонкой кисточкой от Мони. Довожу его ближе к кутикуле и уже более таким толстым слоем. Провожу также от боковых валиков, делаю такую более прямую линию, чтобы при отрастании было это все красиво и аккуратно. Ну и поглубже, по самой не могу, тоже стараюсь подвести этой кисточкой. Хотя вот более такая любимая кисточка, она более упругая у меня, такая с хвостиком интересненьким. Попозже покажу ее. И мой стемпинг. Вот, не знаю, я подсадила уже всех на стемпинг. Обожаю стемпинг, показываю пластину. Нашла, какой я пластиной пользовалась. Взяли этот рисунок. И вот этот лак, который я просто влюблена, но нету ссылки на него. Она перегорела. И где я его не искала, этот лак, он такой черный. В принципе, он такой полупрозрачный, но оказалось, что он просто шикарный. Найти я его не могу. Так что, если кто-то из вас нашел этот лак, пожалуйста, дайте мне ссылочку. Тут я использую блесточки от Beauty Lux. Мне они очень-очень нравятся. Почти собрала всю коллекцию, в принципе. Нравится именно пигментация и как много там блесточек. Блин, буквально 2 секунды, дизайн готов. Тут мы еще сделали параллельно так на ноготок по ширине. Оформили, но решили, что именно средний палец, он и так по себе более такой широкий. И именно по параллели, по, как говорится, горизонтали, слишком уширеняет, да, ноготок. Поэтому мы это все потом дело стерли и сделали все-таки дизайн в длину. Чуть попозже я это покажу. И также буквально обрамляю 2 полосочками. Полосочки, кстати, я тоже очень люблю полосочки. Не знаю, у меня какая-то любовь к полосочкам. Причем обожаю их рисовать, а не клеить. Даже не покупаю никогда их. И вот тут мы сделали именно уже по вертикали. И вот такой ноготочек, такие ноготочки симпатушные у меня в этот раз получились. Кстати, он в Инстаграме получил очень много лайков. На этом буду с вами прощаться. Большое спасибо за просмотр, что досмотрели меня до конца. Ставьте лайк, подписывайтесь, а мы увидимся в следующем видео. Пока!